Начнем с огненных муравьев. Когда говорят огненный муравей, то обычно имеется в виду красный огненный муравей. Хотя существует 4 вида таких муравьев, но красный наиболее распространен. Название огненный они получили за то, что их укус сравним с ожогом от пламени. Несмотря на свой маленький размер, они являются одним из самых опасных муравьев, о которых ходит множество слухов и легенд. Даже в кино они засветились. Восхитительно, правда? Дым заставляет огненных муравьев покидать свои жилища. Очень скоро они устроят пиршество у нас на головах. Это что, смешно? Довольно забавно. Видишь ли, я собираюсь бежать, а вот ты умрешь страшной смертью за то, что сам оставил меня умирать вчера. Для людей, страдающих аллергией, их укусы могут быть смертельными. Многими известный койот Питерсон, которого я показывал в прошлом выпуске, когда он испытал на себе укус муравья-пули, решил также испытать на себе укусы огненных муравьев. Боже мой, там уже много жал. Нет, ребят, я достану свои руки довольно быстро. Мои руки в огне прямо сейчас. Это хуже, чем муравьи-жнецы, это однозначно. У людей, ужаленных этими муравьями, часто наблюдается аллергическая реакция. Покраснение кожи, отек, волдыри, тошнота, рвота, головокружение, реакции вплоть до анафилактического шока. Бывали случаи со смертельным исходом. Как я уже говорил, огненные муравьи очень маленькие, всего 2,6 мм. Сразу возникает вопрос, а какие муравьи самые большие? Например, известный вам муравей-пуля был очень большим, до 2,5 см. А вот Динопанера гигантская, или как его еще называют муравей-динозавр, способен вырастать практически до 3,5 см в длину. Его размеры отчетливо ощущаются, когда этот мужчина взял его в руки. Посмотрите, какой он большой. Обитают такие гиганты только в Южной Америке. Они способны в одиночку справиться, например, с многоножками. Поговаривают даже, что в одиночку могут победить небольшую лягушку. Для человека они не опасны. А это муравьи-листорезы. Своими мощными челюстями они срезают листья, затем тащат их в свой муравейник. Выглядит такой поток муравьев очень необычно. Но муравьи-листорезы не едят эти листья. В своем муравейнике они пережевывают их, превращая в мелкое месиво. Этим компостом они удобряют особый вид грибов. Именно этими грибами муравьи питаются. Получается, что муравьи-листорезы – это своеобразные фермеры. А вот в Аризонской пустыне существуют еще более удивительные муравьи. Это муравьи-медовые бочки. Посмотрите, как выглядят их брюшки. Они так раздуты, словно сейчас взорвутся. Колония специально откармливала их в сытые времена, чтобы потом принести в жертву на благо всей колонии, когда станет совсем туго. А это их своеобразные кладовые, где содержатся такие муравьи. Некоторые виды муравьев могут стрелять кислотой в воздух, отпугивая при этом практически любого хищника. Кислота вызывает неприятное жжение, а также имеет неприятный запах, тем самым отпугивая посягнувших на муравейник. У муравьев иногда возникает очень необычное явление, называемое спиралью смерти. Оно состоит в том, что один или небольшая группа муравьев начинает без видимой причины бегать по замкнутому кругу, постепенно вовлекая в свой бесконечный цикл все больше и больше других особей. Муравьи продолжают свой бег до тех пор, пока не упадут замертво. И муравьиный круг продолжает свое вращение до полного истощения муравьев, оставляя за собой полчища погибших.
Пока до конца непонятно, что является причиной такого странного явления. А теперь хотел бы рассказать о врагах муравьев, о тех, кто их убивает. Только не о таких, как муравьеды, птицы, ящерицы и даже ежики, которые тоже едят их, а несколько необычных, таких, например, как муравьиный лев. Личинки некоторых видов муравьиных львов вырывают в песке коническую ямку, выбрасывая песок головой, а более крупные камешки и песчинки выносят на спине. Вырыв воронку, которую взрослых личинок может достигать 5 см в глубину и 7-8 см в диаметре, личинка зарывается в песок в ее центре, выставляя наружу лишь челюсти, и поджидает добычу. Различные насекомые, чаще всего муравьи, ступив на край воронки, скатываются внутрь воронки и схватываются личинками. Кстати, в «Звездных войнах» есть существо – Сарлак, который и заимствовал у муравьиных львов подобный вид охоты. Если насекомое сильно и энергично выбирается из воронки, личинка начинает бросаться в него песком. Попадание песчинок нередко сбивает жертву с ног, после чего та скатывается на дно ловушки. Тогда личинка вонзает в добычу своей серповидной челюсти и впрыскивает под ее покрову пищеварительные соки, после чего высасывает растворившееся содержимое тела и ударом головы выбрасывает из воронки уже пустой хитиновый скелет. А это муравьи-пуля, которые были заражены грибком-паразитом кардицепсом, который разносится ветром. Он проникает в их тело и в конце концов прорастает из их мозга. Затем производит споры, разносимые ветром и поражающие других муравьев. Этот грибок может уничтожить целую колонию муравьев. Но для того, чтобы спасти свою колонию, некоторые муравьи убирают подальше от муравейника таких зараженных. И со 100% вероятностью сами заражаются. Они жертвуют собой ради спасения других. А это ламихуза, маленький жук размером с небольшого муравья. Отличительной особенностью ламихуз является то, что они заползают в муравейники и живут среди муравьев. Как ни странно, но муравьи такому поведению совершенно не препятствуют. Более того, они начинают кормить ламихузу, поскольку она одурманивает их наркотическим веществом. Живя с муравьями, ламихуза откладывает яйца, которые внешне схожи с яйцами муравьев. Поэтому муравьи ухаживают за ними как за своими. Появившиеся личинки уже могут выделять наркотик и просить еду. Под действием наркотика муравьи кормят личинки ламихуз даже лучше, чем своих. А свои личинки начинают голодать. С течением времени поколение меняется, и у муравьев под действием наркотика рождается новое потомство, которое люди бы назвали даунами. Эти муравьи не такие социальные и могут легко слоняться без дела, гулять без цели где-нибудь в сторонке. К тому же они менее активны и заторможены. Такой муравейник обречен на гибель. А это жужелица, насекомое, которое очень любит полакомиться муравьями. Муравьи выставляют целую армию для защиты, и, как вы знаете, толпой они могут завалить практически любого, облепляя и кусая своих обидчиков. Но жужелица пинками раскидывает муравьев, и те не в состоянии на ней закрепиться.